Оружие за топливо. Венгрия выставила Украине ультиматум из-за сорванного транзита нефти. Я дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 миллиардов евро компенсации за поставки оружия из Европейской миротворческой программы. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 миллиардов евро, которой мы способствуем, пока Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения? Я считаю, что здесь кристально чистая ситуация, и Еврокомиссия должна действительно давить на Украину, чтобы снова разрешить поставки нефти Лукойла через Украину. Ранее Сиярто говорил, что решение Украины заблокировать транзит российской нефти в Венгрию и Словакию через свою территорию будто является явным нарушением соглашения об ассоциации с ЕС. Однако украинская власть сообщала, что не позволит России зарабатывать деньги на транзите нефти через территорию Украины. Ранее Зеленский говорил, что продажа газа и нефти – основные источники дохода для Путина. Давайте подивимось, на чому заробляє Росія. У них економіка – це нафта та газ. Основна економіка. І що б там не було, що б там хто не казав, не малював ту чи іншу економічну аналітику, реальні, професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 25-го року Росія економічно буде падати. Тобто поступово санкції починають працювати, поступово його енергетичним грошам не вистачає, щоб таку велику кількість виробляти зброї, забезпечувати населення, він буде піднімати податки, він буде все це робити. Що для нього страшне? Єдине – незадоволене російське суспільство. Незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти ядерного Путина. Однако для пророссийского правительства Венгрии и Словакии похоже, что важнее другое, а именно дать Путину возможность зарабатывать на нефти, вместо того, чтобы искать альтернативные способы транзита топлива. Неоднозначная позиция Орбана не осталась без внимания мирового сообщества. В Финляндии уже посоветовали задуматься над членством Венгрии в ЕС. Если ценности Венгрии настолько отличаются от ценностей Евросоюза, то стоит задуматься над ее пребыванием в ЕС. Конечно, это дело каждой отдельной страны. Но в какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский Союз правильной группой, если идеи Венгрии настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей. Венгрию сразу же бросился защищать Лавров. Он сказал, что коллективный Запад делает из Орбана изгоя из-за его правильной, на взгляд России, позиции. Посмотрите, как Евросоюз обходится с премьер-министром Венгрии, председателем Евросоюза в этом полугодии, только за то, что он сказал: мы все должны быть за поиск компромиссов, а не за решение проблем путем войны. И за это его пытаются сделать изгоем. Да, в общем, переживаем мы интересные времена.